Самым долгожданным, самым желанным и самым трогательным моментом в жизни каждого любителя орхидей является появление нового цветоноса. И если любители орхидей со стажем знают, из каких мест ожидать появления нового цветоноса, то для новичков это всегда тайна. Сегодня в этом видео мы постараемся приоткрыть завесу этой тайны, и я покажу вам самые неожиданные, самые таинственные места появления новых цветоносов. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Лейтмотивом сегодняшнего видео послужил видео-вопрос, который я получила по электронной почте. Привет, Наташа! Ты смотрела когда-нибудь передачу «Что, где, когда»? Любишь вообще такие передачи? Я очень люблю. Так вот, вопрос знатокам от телезрителя. Смотри, а вот он цветонос у меня, который уже процвел, отцвел, вот остались следы от опавших цветочков, и он вот продолжает у меня цветение. Вот он решил продолжить цветение, но перед вот этими бутонами он решил, смотри, выпустить почку. Заложил почку на конце цветоноса после уже процветших цветов. А так разве бывает? Спасибо. Жду ответа. Поскольку подобных вопросов на текущей неделе было несколько, я решила дать видео-ответ на видео-вопрос. Такое, конечно же, случается, и нередко. И вот почему. Если посмотреть внимательно, меристема, из которой сформировался бутон, и меристема возможного будущего ответвления абсолютно идентичны. И то, и другое представляют собой особую меристематическую ткань, способную к быстрому делению. Что конкретно разовьет орхидея из этой ткани, будущий бутон, или оставит эту почку резервной, известно только ей. Но, как показывает моя практика, такие меристемы представляют собой неразвившиеся бутоны. И дальнейшего цветения из таких меристем не происходит. Подтверждением нам послужит уже завершенное цветение Phalaenopsis penniv на вот этом цветоносе. Нереализованными остались две средние меристемы между бутонами, которые превратились в дальнейшем в цветы. И еще один пример. Цветонос длиною более метра. На этом цветоносе было более 30 цветов, но среди них встречались нереализованные меристемы, которые в дальнейшем так и не процвели. Вот такие чудеса природы случаются, и если в вашей практике было что-то подобное, обязательно напишите об этом в комментариях. Новичкам будет интересно прочитать. В любом случае, если вы впервые встретите в своей практике подобное, бояться этого не стоит. Такое развитие цветоноса является вариантом нормы. Следующая группа вопросов связана с пробуждением меристем на цветоносах. Всякая ли меристема на цветоносе орхидеи способна к пробуждению, или лишь та, которая хранится под зеленой покровной тканью? Любители называют такую ткань чешуйками. Что, если чешуйка засохла и пожелтела? Возможно ли пробуждение меристемы? Дорогие мои, возможно пробуждение любой меристемы на цветоносе орхидеи, в том числе и скрытой под засохшей желтой покровной тканью. Более того, встречаются самые невероятные случаи пробуждения меристем на практически желтых и засохших цветоносах.
Поэтому, если вы новичок и на 100% четко не представляете себе, какой цветонос можно отрезать, а какой не нужно, не делайте этого. Оставьте цветоносы как есть, пока орхидея сама не засушит их полностью, а лишь потом отрезайте. Всегда помните, чем больше у орхидеи цветоносов, пусть даже уже отцветших, тем более пышным и перспективным может быть новое цветение. Не слушайте тех, кто говорит вам обрезать цветоносы слишком низко. Иначе вы никогда не увидите по-настоящему пышного и объемного цветения. Посмотрите на свои экраны. Здесь нет ни одного нового цветоноса. Это цветение полностью представляет собой цветение на ранее цветших цветоносах. Кроме того, из-под точно такой же сухой покровной ткани на меристеме может появиться вот такая великолепная детка на цветоносе. Поэтому, дорогие мои, я еще раз призываю всех новичков не делать резких и скоропалительных движений. Не нужно обрезать то, из чего может появиться новая жизнь или состояться новое цветение. Бытует сомнительное мнение, что для активации меристемы на цветоносе орхидеи покровную ткань нужно повредить или удалить. Такие рекомендации как опасные, так и весьма вредные. Ведь любое повреждение и удаление покровной ткани может привести к травмированию меристемы, а соответственно к ее инфицированию. Существует несколько способов активации меристем. О самом простом из них я расскажу вам во второй части этого видео. Ну а теперь переходим к рассмотрению мест выхода новых цветоносов. От самых стандартных до самых таинственных и нестандартных. Классический цветонос орхидеи появляется в пазухе ее листа. Цветонос может появиться в пазухе абсолютно любого листа, от самых нижних до самых верхних. И сейчас мы посмотрим, как это может быть. На ваших экранах появление нового цветоноса из-под 4-го листа. Обратите внимание, 2 предыдущие пазухи листьев орхидея решила не использовать для предстоящего цветения. Она оставила меристемы в этих пазухах в качестве резервных. Что будет с этими меристемами в дальнейшем и способны ли они процвести в будущем? Да, это возможно. Орхидея может использовать эти меристемы в дальнейшем и выпустить цветонос гораздо ниже уже отцветших. Такой пример на ваших экранах. Орхидея выпустила цветонос буквально из-под субстрата, из самой глубины посадки, с самой нижней меристемы ствола орхидеи. Необходимо отметить, что появление таких цветоносов – редкость, и я назвала его феноменальным. А теперь на ваших экранах еще один пример выхода неординарного цветоноса. Помните советскую песню «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь»? Так и у нас. Цветонос появился оттуда, откуда я его совершенно не ждала. На ваших экранах таинственное появление второго цветоноса из ранее цветшей пазухи. Первый цветонос уже отцвел и засох. Такое поведение цветоносов тоже крайне редко встречается в практике.
и становится возможным только при соблюдении определенных правил и выполнении определенных методик. И если вы уже давно и внимательно смотрите канал «Классика орхидейного жанра», то наверняка догадываетесь, каких. Еще одним супер-ультра нестандартным вариантом выхода цветоносов является появление сразу двух цветоносов из одной пазухи листа орхидеи. Такой вариант тоже крайне нестандартен и встречается в практике далеко не каждого. И если вы когда-нибудь получали сразу два цветоноса из одной пазухи листа, расскажите об этом в комментариях. В моей практике такие события происходят достаточно регулярно, и сейчас мы посмотрим на второй вариант подобного развития событий. В летнем сезоне цветения 2022 года сразу две орхидеи процвели двумя цветоносами из одной пазухи листьев. И именно благодаря этому я могу показать вам все эти редкости. Вариантом нормы, когда орхидея продолжает полноценно развиваться, является появление цветоноса из-под второго, а также первого листа. И пусть вас это не пугает, некоторые орхидеи развиваются подобным образом много лет подряд. Например, мой фаленопсис «Дикий кот» ежегодно выпускает новый цветонос из-под второго листа. А как известно многим, мое растение цветет без остановки уже 3,5 года. Обращаю ваше внимание, что при таком варианте выхода цветоноса здоровью и дальнейшему развитию орхидеи ничего не угрожает. Гораздо хуже обстоят дела, когда орхидея выдает новый цветонос из апикальной меристемы, то есть из центра розетки. В дальнейшем такая орхидея расти и развиваться не будет. Но отчаиваться не нужно. У такой орхидеи обязательно появится пристволовая детка или детка на цветоносе. Об этом есть отдельное видео, ссылку на него я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему. Можно ли пробудить сразу все меристемы на цветоносе орхидеи одновременно? В некоторых случаях и на определенных сортах орхидей сделать это несложно и возможно. Как сформировать цветоносы таких орхидей, чтобы их цветение было наиболее эффектным, я расскажу в одном из следующих видео. А в этом видео я демонстрирую вам самые невероятные, самые нестандартные места выхода цветоносов и их развития. Еще одним диковинным вариантом является появление из одной меристемы уже отцветшего цветоноса двух новых цветоносов или цветоноса и детки. Ну а теперь поговорим о насущном. У большинства любителей, у тех, у кого орхидеи летом не цвели, сейчас начался самый активный период выгонки цветоносов у орхидей. О том, как пробудить максимальное количество меристем на старых и новых цветоносах орхидей, я рассказывала много раз в самых разных видео на канале. И если вы действительно хотите получить пышное и шикарное цветение, изучайте канал. Здесь вы найдете массу полезной, интересной и действительно научной информации по выращиванию орхидей. Самым простым, действенным, а главное бесплатным способом активации меристем на цветоносах орхидеи является самое обыкновенное опрыскивание цветоносов.
Вы можете мне верить, вы можете мне не верить, а можете проверить. Все, что вам для этого потребуется, это пульверизатор и вода. Любая. Кипяченая, дождевая, талая или очищенная. Опрыскивайте цветоносы своих орхидей так часто, как вам позволяет свободное время. Кратность и количество опрыскиваний не ограничены. При проведении любых водных процедур на орхидеях не забывайте о необходимости создания правильных и благоприятных условий для содержания ваших орхидей и необходимого ухода. И если вы до сих пор не знаете, как создать правильные и благоприятные условия для роста и развития орхидей, пройдите в плейлист «Фаленопсис и вопросы по уходу». В нем вы найдете абсолютно всю необходимую информацию. Активную ссылку на этот плейлист вы сможете найти в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему. Я очень надеюсь, что вы поделитесь впечатлениями от просмотренного видео в комментариях. А пока вы делитесь своими впечатлениями, я напомню вам, что 17 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.